Верстка выпустила очень важную статью о системе обнуления внесудебных казней в российской армии. Леденящая душу статья. Ее стоит прочитать, чтобы обновить свои рецепторы восприятия реальности. Чтобы понять, это все не просто рассуждение. Война – это пробуждение худшего в людях и небывалые зверства каждый день. И они не исчерпываются ракетами по Украине. Хотя, с другой стороны, может быть и не стоит читать статью, чтобы сохранить какую-то свою психику, что ли. Может быть, стоит послушать пересказы. Так вот, среди прочего, война – это пытки, вымогательство и убийство российских солдат, поставленные на поток. Это командиры, которые становятся сказочно богаты, выжимают человеческий материал. Это родственники, которые знают, что их сыновей и мужей казнили самыми негуманными способами. Они ходят с жалобами и ничего не могут поделать. И вот это вопрос, на который нужно ответить нам попытаться. Почему, собственно, ничего не могут поделать-то? Почему российское государство не борется с такими вопиющими нарушениями? Ведь они же объективно вредят. Такая вседозволенность растлевает армию. Из-за этого из армии бегут люди. Из-за этого растет недовольство провоенной общественности. Так зачем государство так настойчиво защищает совершенно отбитых персонажей, которых, казалось бы, наоборот, нужно показательно наказать и изгнать из рядов? Как можно спускать с рук офицерам казни солдат за то, что те отказались идти в самоубийственный штурм или отказались офицерам платить? Ведь это ж поощряет продолжение таких практик. Но на самом деле на этот вопрос есть очень внятный и, к сожалению, очень рациональный для путинской системы ответ. Мотивация тут ясна. Система покрывает своих. В гражданской жизни под своими понимаются силовики. Силовики могут быть съедены только другими силовиками, но никак не пасть под давлением граждан. Те, кто систему защищают, должны ощущать свое привилегированное положение и неуязвимость перед простыми людьми. Чекиста может съесть начальство, могут съесть другие чекисты, но если начать наказывать их за то, что в порыве поиска террористов, экстремистов и прочих инагентов они кого-то покалечили или запытали насмерть, то в следующий раз они будут сдерживать себя в пытках реально нехороших людей, что совсем уж никуда для системы не годится. Во время войны та же роль в иерархии закреплена за младшим и средним офицерским составом. Командиры рот, батальонов, полков, бригад – это люди, непосредственно находящиеся на фронте, которые напрямую ответственны за то, чтобы солдатская масса не разбредалась, а аккуратно шла в сторону беспилотников и пулеметов. Как и чекистам, этим людям положены бонусы и привилегии. Бонус в том, что командирам можно наживаться на собственной кормовой базе. Как служба ФСБ, курирующая таможню, наживается на крышевании контрабанды, так для офицеров кормовая база – это их солдаты. Взимание дани с зарплат, с выплат за ранения, манипуляции со снабжением и с гуманитарной помощью, вымогательство денег у родственников. Система позволяет им все это делать, ведь они для нее гонят на смерть своих же, что не стоит несколько сотен тысяч рублей офицерского оклада. К такому в системе типа нашей должны прилагаться всевозможные другие бонусы для обогащения. А привилегия в том, что за убийство и пытки никакого наказания не последует. Убийство и пытки для командиров – это инструмент несения службы, если можно это назвать службой. Чтобы отобрать эти инструменты, достаточно несколько успешных громких дел о том, как солдат обратился в военную прокуратуру или записал обращение к президенту, или его родственники подняли шум. Но если по результатам этих дел кого-то за пытки, вымогательство, убийство отправят в черный дельфин до конца дней, то на этом придет конец мясным штурмам. Придет конец всей отправки людей на бессмысленный убой. Если солдаты вдруг почувствуют, что командиры больше не могут безнаказанно с ними расправляться, если командиры, прежде чем кого-то убить, будут держать в голове существование законов, прокуратуры, суда, вспоминать о государстве, которое накажет их за эту, службу, то нынешний формат войны станет просто невозможным. Люди же не дураки. А если бы и были дураками, то на фронте быстро бы приходили в себя. Они понимают, что из штурмов, которые их гонят, они не вернутся. Никто в такую атаку не пойдет, если над головой висит только статья 332 Уголовного кодекса о неисполнении приказа. Любой человек в своем уме скажет: да пусть арестовывают, этапируют, пусть судят, да пусть дают хоть 10 лет.
Любой срок и любые условия лучше немедленной и негуманной смертной казни с помощью украинского дрона. Можно ли пересажать всех, кто пытает? Всех этих Саидов и курортов? Да можно, конечно, не вопрос. Но так тем, кто займет их место, будет послан сигнал. Разменивать десятки тысяч людских жизней на квадратные километры руин больше нельзя. А вместе с такими посадками тут же закончатся и километры. Путину-то без разницы, в чей карман уходят выплаты. Ему нет дела до того, что командир обобрал какого-то безымянного солдата. Если командир купил на эти деньги себе машину, отремонтировал квартиру и, не моргнув глазом, отправил солдата на новый штурм, в результате которого карта линии фронта сдвинулась на 1,5 пикселя, то командир этот Путину полезен в его войне. Если внимательно читать статью Верстки, становится ясно, что объединяет и большинство жертв, и даже некоторых из палачей из числа офицеров. Все эти люди до войны либо не имели вообще никакого отношения к армии, либо имели весьма опосредованное. Командир штурмовой роты Дмитрий Кемеров, преуспевший в пытках, например, попал на фронт в 2023 году с зоны, где сидел за мошенничество. Даже на офицерских должностях находятся люди, которых невозможно назвать военными, которые совсем недавно и не предполагали, что они военными станут. Сейчас война ведется именно ими, именно их перемалывают в обмен на квадратные километры. Путинскому государству точно не враги те, кто способен воевать людьми, собранными как и откуда попало. Кто способен отправлять на убой людей, которые еще вчера баранку автобуса крутили, в тюрьме сидели, детали на заводе точили или в школу ходили. Если командиры способны их всех послать на украинские окопы, значит, командиры с точки зрения путинского государства молодцы. Тут есть контраргумент. Ведь то, что происходит, бьет, если не по воображаемому имиджу армии, то точно по вполне реальным планам набора новых солдат. Когда читаешь, как людей забивают до смерти просто смеха ради, 3 миллиона сразу как-то начинают казаться небольшой суммой. До наших либеральных широт такого рода новости приходят в форме больших расследований. Чаты же самих военных и их родственников всю дорогу полны видео и фото пыток, казней и слезных обращений, авторы которых на момент публикации часто уже мертвы. История полковника Игоря Пузика уже давным-давно внутренний легендариум. Когда зетники берутся спрашивать аудиторию, что ж вы в окопы не идете даже за большие деньги, то скотское до садизма отношение к солдатам в этих опросах традиционно лидирует. Не беремся тут рассуждать в духе, что страшнее, погибнуть от украинского дрона посреди пустоши или быть забитым насмерть своими же в подвале. Со стороны кажется, что одинаково страшно. Но для публики провоенной тут есть огромная разница. Тем более, тут против российского государства играет его же манера воевать за счет депрессивной глубинки. Понятное дело, когда типичный российский солдат пришел из поселка городского типа с населением 2-3 тысячи человек, то о том, как ему там служится, знает весь этот населенный пункт, от школьников до пенсионеров. Знают и те, кто мог бы подписать контракт. Необходимость платить такие невероятные деньги, в некоторых случаях равные десятилетнему мирному доходу рекрута, в частности вызвана тем, что для многих людей перспектива быть забитым до смерти в подвале кажется более реальной и пугающей, чем гибель от рук врага. Такие практики не только резко снижают приток новых людей в армию, но и повышают отток. Медиазона еще летом насчитала 20 тысяч дел о дезертирстве и самовольном оставлении части в российских судах. 20 тысяч – это только те, кого смогли поймать, и только те, кого осудили. Те, кто счастливо перебрался в Армению, спрятался в своем селе, перешел на нелегальное положение, всех этих в статистике нет. Мы не знаем, сколько их. Но резонно будет предположить, что по таким кейсам будет примерно такой же порядок величин, что их тоже десятки тысяч. Для государства вроде как это должно быть не очень хорошо. Десятки тысяч человек – это десятки миллиардов рублей, выплаченных за подписание контрактов. И люди, которые их получили, оказавшись в ситуации, где смерть им неминуемо грозит с обеих сторон, разбежались кто куда. Казалось бы, государство должно бороться со зверствами командиров. Но обнуление процветает, распространяется по структуре воюющей армии и наносит реальный ущерб в деле ее пополнения. Российское государство понимает, спустя четверть века стабильности, просвещенного руководства и многих триллионов бесплатных нефтедолларов нет никакого дефицита людей, живущих в аховой нищете. Какая бы жесть ни творилась на фронте,
не иссякнет депрессивная глубинка, которая, если и ощутила на себе рост зарплат военного времени, то лишь по остаточному принципу. Рассказ соседа о пытках в ямах и обнулении кого-то действительно напугает. Но подвал и обнуление дальше, чем коллекторы по десятку просроченных микрозаймов. Они всегда рядышком и в любой момент за тобой придут. Циничное до людоедства логика в том, что нищие до отчаяния люди так или иначе на фронт пойдут. Сами не придут, так найдутся добрые друзья, которые зальют водкой и в таком виде притащат в военкомат. Наносимый рекрутингу ущерб через убийство и пытки солдат для путинской системы терпимый. Еще и накладывается другое обстоятельство. На тех, кто контракт уже подписал и на войну ушел, обществу в целом наплевать. Оно считает, раз уж ты схватил 3 миллиона, получаешь 200 тысяч зарплаты, то ты сам кузнец своего счастья и подписался на все последствия. Все эти ужасающие видео с пытками и слезные обращения не выходят за пределы чатиков военных и их родственников не потому, что цензура победила, а потому что граждане в среднем относятся к войне и ее участникам со смесью безразличия и раздражения. Это отражается даже в официальной социологии. Весь происходящий ужас и кошмар оказывается на практике политически безвредным. Его не нужно скрывать, он существует лишь в закрытой и очень специфичной среде. Следующий вопрос. Откуда такое вопиющее людоедство в российской армии взялось вообще? Много с чем плохим российская армия по жизни ассоциировалась. Дедовщина, избиение, унижение – все это всегда было. Но ни афганская, ни чеченская компании не поставляли ужасающие истории о сложившейся практике обнулений, то есть убийств своих же. Может быть, и были отдельные сумасшедшие командиры, но нет воспоминаний участников, что внесудебные казни сослуживцев были нормой. И кажется, что даже на этой войне такие практики возникли не сразу. Так откуда они вообще взялись? Мы в водовороте событий не очень заметили, но вообще-то Путин сильно испортил российскую армию, причем фундаментально. Он ее поэтапно растлил. Во-первых, в ряды российской армии в начале войны влились войска так называемых ДНР и ЛНР, сепаратистских анклавов, которые в течение 8 лет засасывали в войска самых отборных маргиналов со всего постсоветского пространства. Типичный командир войск Новороссии – это человек, на которого где-то лежит уголовное дело. Никто не ехал на эти территории строить заводы полупроводников или делать карьеры в IT. На эти территории убегали от розыска. На эти территории ехали заниматься тем, чем там вообще можно заниматься – криминалом, начиная от контрабанды и расхищения гуманитарки, заканчивая организованным бандитизмом. Мы до сих пор не знаем всех подробностей катастрофы, которая разворачивалась в Донецке и Луганске 8 лет. Но точно знаем, что пыточные подвалы, произвольные казни и расправы там процветали со времен Гиркина-Стрелкова, чем он с удовольствием хвастался без перерыва, пока сам не сел в тюрьму. Вот эти люди, которые никаких военных училищ не заканчивали, зато имели опыт жизни вообще без закона и власти, сами понавешали себе погон, поназначали себя полковниками, а теперь они настоящие старшие офицеры российской армии. Россия никогда не была образцом законности и права, но все-таки как в ДНР и ЛНР люди у нас без следа не исчезали. Естественно, практики этих подразделений начали расползаться по всей армии. Во-вторых, армия инфильтрована уголовниками. Российское государство, судя по всему, высосало места лишения свободы подчистую. Все, кто был способен держать оружие и был в тюрьме, отправились оттуда на войну. Кто-то из них – 19-летние студенты, пойманные на закладках. Кто-то настоящие уголовники, убийцы, насильники. Кто-то первый раз по малолетке уехал еще при Горбачеве и из своих 50 лет последние 35 дольше, чем полгода на воле не гулял. Уголовников в армии сейчас не сотни и не тысячи, а десятки тысяч. Образ жизни российской тюрьмы со всей ее бескрайней и бесчеловечной жестокостью просто не мог не стать образом жизни армии. В-третьих, стоит вспомнить ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин за свою короткую, но яркую карьеру на этой войне сделал расправы не просто приемлемыми, но модными. Во многих армиях во все времена дисциплина поддерживалась ультранасилием и расправами, но сложно найти такой исторический прецедент, когда этим кто-то хвастался. Пригожин смог создать для своего бандформирования образ самой эффективной части российской армии. И эффективность эта неразрывно связана с образом кувалды Пригожина, с варварскими казнями за все, что считается проступками, включая сдачу в плен.
почти все, что описывает в своей статье Верстка, включая слежку за штурмовыми группами с дронов, это практики, унаследованные у Вагнера. Пригожин подал российским командирам идею, что без кувалды побед не бывает. Картина в итоге складывается настолько же логичная, насколько жуткая. Можно ли вести войну вот такой вот сборной солянкой, состоящей вперемешку из мобилизованных, из сельской молодежи, из несостоявшихся в жизни 50-летних алкашей, из бывших уголовников? Все они люди совершенно гражданские, которые не понимают ни что такое армия, ни что такое командир, ни что такое приказ. Можно ли ими управлять без ужасающих зверств? Очевидно, что нельзя. Можно ли вести войну просачиванием, штурмовыми группами, которые заведомо знают, что им не суждено вернуться живыми, если над такими группами не висит свой же беспилотник с гранатой? Очевидно, что нельзя. Может ли путинское государство наказывать офицеров-обнулителей и как-то урезонивать отморозков, которые пытают и вымогают деньги? Подождите, а кто же тогда будет живых людей на верную смерть отправлять за стену рухнувшего сарая, если не отморозки? Спустя уж скоро как 4 года с начала войны цели никто так и не сформулировал. Даже не на уровне внятной и последовательной идеологии, но хотя бы в форме списка желаемых для захвата объектов. Ни один человек на свете не знает, зачем умирать за руины коровника. Без слоя отморозков, которые, не рефлексируя и не рассуждая, будут мочить своих, фронт как минимум наглухо встанет, если вовсе немедленно не разойдется. И, конечно, те, кого отморозки мочат, являются для них же кормовой базой, которую ни в коем случае нельзя трогать. Без поборов такая, если можно сказать, служба перестанет иметь для отморозков смысл. Существует явление в автократиях, которые являются нарушением нормы и ее расшатывают. Например, создание тех же ЧВК, подрыв монополии на насилие. Это нарушение нормы. Это может закончиться катастрофой для автократии и почти ею закончилось. А есть явления, которые выглядят как нарушения, но на самом деле инструменты управления. Например, тотальная коррупция. Доступ к бесконечному обогащению, с одной стороны, является смыслом нахождения чиновника во властной вертикали. Не имеет никакого смысла быть министром в авторитарном режиме, терпеть все риски, без конца опасаться ареста, попадать под санкции и другие ограничения, не иметь возможности уйти по собственному желанию в отставку за одну лишь зарплату. За зарплату лучше стремиться к здоровой системе и власти закона, ну или заняться чем-то другим. Нет, любой чиновник должен понимать, ни при каком другом порядке, кроме текущего режима, он не сможет так зарабатывать. С другой стороны, тотальная коррупция делает каждого в системе до предела уязвимым. Каждого можно посадить и по закону. Каждый понимает, без Путина он сядет, и сядет, если у Путина испортится настроение. Каждый понимает, что все его имущество и образ жизни – один большой состав преступления, и бежать ему от начальника некуда. Так же и с войной. Каждый офицер понимает, что схватил судьбу за хвост, что единственная его задача – успеть, пока война идет, заработать себе на всю оставшуюся жизнь. Ради этого они пойдут на что угодно. Пошлют на смерть кого угодно. Убьют каждого, кто на смерть не пойдет. А с точки зрения государства, сейчас именно так поступать и требуется. Именно желание офицеров обогатиться на своей должности приводит к тому, что совершенно непригодные к войне люди идут умирать, а линия фронта, хоть очень медленно, но движется. То, что мы читаем в статье Верстки, не баг системы, а фича. Это единственный способ воевать сейчас. Он при Путине не будет исправлен не потому, что это невозможно, а потому, что это не нужно. Слезные обращения к чиновникам лишь доказывают, все идет по путинскому плану. Плохая новость для тех, кто пошел воевать, и очередное, будто других мало, предупреждение для тех, кто раздумывает, а не пойти ли взять бабла. До завтра.